Последние месяцы в Москве и других крупных городах фиксируют массовые сбои мобильного интернета, связь пропадает на часы, иногда в отдельных районах. Операторы говорят о перегрузках и технических работах. Но по данным отраслевых источников это похоже на учение. Отрабатывается изоляция сегментов сети, проверяется, как быстро можно отрезать район или город. Смартфон в такой системе становится похож на электронный браслет. Он всегда с вами, он передает сигналы, и его можно отключить централизованно. Дальше технология. Основа контроля Deep Packet Inspection. Это анализ пакетов данных на уровне содержимого. Не только адрес сайта, но и тип графика, протокол поведения. Операторов обязали ставить ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. Это оборудование подключается в сеть провайдера. Оно видит потоки данных в реальном времени. С его помощью можно не просто блокировать сайты, можно замедлять конкретные сервисы, например, видеохостинги или VPN. Можно душить протоколы по сигнатурам. Можно менять приоритеты пакетов. Логи фиксируют, когда и к чему обращался. Метаданные сохраняются. Это база для последующего анализа, формально для безопасности, фактически для тотального мониторинга. Теперь законы. Поправки к закону о связи расширяют доступ к данным. Силовые структуры получают метаданные и геолокацию быстрее, в ряде случаев без отдельного решения суда. Подзаконные акты уточняют порядок хранения и передачи логов. Операторы обязаны обеспечивать доступ. Сроки хранения увеличиваются. Появляется серая зона интернета. Это когда сервис формально не запрещен, но его трафик системно замедляют, или доступ к нему нестабилен. Пользователь не понимает, что сбой это или фильтрация, контроль становится незаметным. Практика на Земле выглядит проще и жестче. Полиция останавливает человека, просит разблокировать телефон, проверяют подписки, ищут экстремистские каналы, боты, переписку. Юридическая тонкость в том, что добровольное согласие на осмотр превращается в давление. Формально человек может отказать, на практике отказ часто ведет к задержанию и дополнительным проверкам. Данные с телефона – это не только контент, это контакты, геолокация, история подключений. Метаданные дают больше, чем тексты. Финальный пазл – деньги. Параллельно развивается цифровой рубль. Это программируемые платежи. Привязка к биометрии и цифровому кошельку. Если связь контролируется, контроль переходит на транзакции. Ограничение доступа к сети может означать ограничение платежей. В будущем это может работать автоматически. Нет доступа и нет операций. Связь и финансы сходятся в одной точке. Управление доступом становится управлением поведением. Есть ли выход? Частично да. Обсуждают меш-сети, это автономные сети без центрального провайдера. Устройства соединяются напрямую, данные идут по цепочке. В теории это повышает устойчивость, на практике в мегаполисе есть проблемы. Нужна плотность узлов, нужна энергия, скорость и стабильность ниже. Помогают офлайн-карты, локальные базы, старые протоколы. Возврат к решениям 2000-х снижает зависимость от центра, но полностью не решает вопрос. Цифровое остается критичным цифрование, но его пытаются ограничить через регулирование и давление на сервисы. Итог простой. Приватность становится дорогой. Контроль усиливается через инфраструктуру, законы и практику. Единственная защита – цифровая гигиена и осознанность. Что вы устанавливаете, куда подключаетесь, какие данные оставляете. Ну и вопрос к вам. Готовы ли жить в системе, где доступ к связи и деньгам можно выключить одним простым решением?